Всем вольболистам привет! Меня зовут Насорин Иван, и это продолжение цикла видеороликов «Лети или умри». В прошлом видео мы поговорили с вами об общих аспектах прыжка, и его можно считать предисловием. Ссылку можно посмотреть в описании. Сегодня мы разберем то, без чего нежелательно начинать свои тренировки в тренажерном зале, а именно анатомия прыжка. Человеческое тело спроектировано очень круто. Это некий биологический скафандр для взаимодействия с окружающей средой. При воздействии внешней среды и специфических нагрузок наш скафандр начинает адаптироваться, и впоследствии мы получаем нужные нам навыки. В тот момент, когда наше тело начинает работать правильно с точки зрения биомеханики, всеми звеньями одновременно, мы чем-то похожи на муравьев, которые тоже могут поднимать вес гораздо больше, чем вес их собственного тела. В прыжке для того, чтобы вам высоко прыгнуть, необходимо задействовать совокупность всех звеньев, превратив их в единую цепь. А для этого вам необходимо понимать, что это за звенья и как их нужно тренировать. Звенья — это наши мышцы, сухожилия, суставы, которые дают совокупную мощность для вертикального прыжка. Нужно понимать, какие из них нужно тренировать, чтобы получить желаемый эффект. Суставы – это подвижные соединения костей скелета, позволяющие сочленяющим костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц. Разберем по отдельности интересующие нас суставы, то есть те суставы, которые участвуют непосредственно в прыжке. Это голеностопный, коленный и тазобедренные суставы. Эта комбинация из суставов задействуется в любом типе прыжка. Комбинация из распрямления трех суставов одновременно существенно выше, чем работа каждого сустава по отдельности. Разгибание голеностопного сустава и помощь при взмахе верха тела дают около 20% прыжка. Главную мощность выдают два наших следующих сустава. Это коленный и тазобедренный. Они дают от 30 до 40% мощности в зависимости от конституции человека и выбранного типа движения. Так как все индивидуальны, нужно распознать, за счет какой совокупности суставов выполняется большая часть работы. У кого-то это будет больше за счет голеностопно-коленного сустава, у кого-то будет за счет колено-тазобедренного, а у кого-то все суставы будут работать равномерно. Разберем работу суставом по типам прыжков. Прыжок с места. Задействован тазобедренный и коленный сустав, примерно в равной степени. Прыжок с разбега. Тазобедренный, коленный и голеностопный сустав примерно поровну. Прыжок в глубину. Больше задействован коленный и голеностопный, меньше тазобедренный. Прыжок с разбега с одной ноги. Больше тазобедренный и голеностопный, меньше коленный. Мышцы. Это часть опорно-двигательного аппарата человека, состоящая из ткани, способной сокращаться и расслабляться под воздействием нервных импульсов. Мышцы крепятся к костям и при соответствующем импульсе приводят тело в движение. Тазобедренный сустав обслуживается в первую очередь ягодичными мышцами, во вторую – мышцами задней поверхности бедра и в третью – низом спины. Коленный сустав приводится в движение квадрицепсами, а голеностопный – икроножными и камбаловидными мышцами. Смысл в том, что для хорошего прыжка все эти мышцы, а в особенности ягодичные и квадрицепсы, должны уметь выдерживать большие нагрузки, а также производить большое количество силы и уметь ее перерабатывать. Поэтому мы должны быть заинтересованы в достаточном увеличении силы и мышечной массы в нужных нам мышечных группах. Сухожилие – это образование соединительной ткани, структура которой оканчиваются поперечно-полосатые мышцы, с помощью которых они крепятся к костям скелета. Жесткие, хорошо амортизирующие сухожилия могут дать существенную прибавку к прыжку. Сухожилие словно плотная резиновая лента у вас в ноге. Под воздействием нагрузки она сжимается, накапливает энергию и впоследствии, разжимаясь, отдает. У одаренных атлетов очень жесткие сухожилия от рождения. И когда вы видите парня, который специально не тренировался, но очень высоко прыгает, или худого парня с отсутствием мышечной массы, но который поднимает очень большие веса, знайте, это и есть вклад в сухожилий. Тренировку сухожилий можно считать адаптацией соединительной ткани. Чем больше коллагена в сухожилиях, тем лучше амортизация. А накопление коллагена нам помогают плеометрические упражнения и молочная кислота, выделяющаяся после них.
Человек с высоким ростом потенциально лучше в прыжках за счет длинных конечностей и длинных сухожилий, чем человек с маленьким ростом. Но на самом деле это не приговор. Атлет с маленьким ростом за счет накопления избыточной силы и других аспектов может легко сравниться и даже превозмочь атлета с большим ростом. Ему не нужно так же долго накапливать энергию в сухожилиях и сильно сгибать колени, как высокорослому спортсмену, для того, чтобы резко и высоко прыгнуть вверх. Ему достаточно полусогнутых коленей. Вы можете видеть это на примере тяжелоатлетов с маленьким ростом. Накопленная мощность позволяет им с легкостью запрыгивать на большую высоту. Многие переживают о набранном килограмме во время занятий с отягощениями, считая, что этот килограмм помешает им прыгнуть выше. Но это не так. Вспомните Михаила Жаботинского с его 160 килограммами веса и его огромнейший прыжок в длину на 315 сантиметров. Для начала нужно понять, за счет чего произошел набор массы. За счет мышечной или жировой. В первом случае в этом нет ничего страшного. Представьте, вы весили 80 килограмм и приседали вы тоже 80 килограмм. Впоследствии тренировок с отягощениями вы добавили к своему приседу 100 килограмм и около 80 килограмм к вашей мышечной массе. Так вот, в каком случае вы будете прыгать выше? Конечно, во втором, потому что вы накопили гораздо больше силы, и эти 8-10 килограмм мышечной массы из работающих мышц. Если же вы набрали массу за счет жира, то вот как раз она и может повлиять на ваш прыжок. Не нужно иметь по 5% жира от общей массы, как бодибилдеры, но бока и живот точно будут мешать вам прыгать. В борьбе с жиром успешно поможет подсчет калорийности и урезание суточного рациона. Существует различия по типу мышечных волокон, неврологическим показателям, по набору мышечной и жировой массы. Типы волокон – это один из главных параметров, по которым можно отличить марафонца от спринтера. У первых преобладают медленные мышечные волокна, позволяющие им выполнять движения длительное время. У вторых развиты быстрые мышечные волокна, благодаря которым они взрывные и быстрые. Медленные красные волокна, в большей мере отвечающие за статические и монотонные нагрузки длительное время, потребляют в качестве энергии жир. Медленные красные волокна ответственны за статические и монотонные нагрузки длительное время. В качестве источника энергии потребляет жир. Быстрые белые волокна в качестве энергии потребляет гликоген и креатинфосфат и участвуют во всех взрывных и быстрых движениях. При специфических нагрузках волокна имеют возможность менять свой тип. Поэтому даже если вы марафонец, то у вас есть шанс стать немного побыстрее. В случае волейбола, как вы догадались, нам необходимы в большей мере быстрые мышечные волокна. Одни от рождения легко набирают мышцы, другие не могут избавиться от лишних жировых отложений. Все вы слышали про эктоморфов, экдоморфов и мезоморфов. Если нет, то погуглите и узнаете, кто вы. У кого-то мышцы растут от одного взгляда на гантелю, кто-то остается прежним, хоть умри в зале, а кому-то приходится сложно, и он набирает жир, даже просто подышав рядом с шоколадом. Комбинация из различных типов волокон, неврологических характеристик, конституции тела по-разному реагирует на нагрузку и требует различные инструменты для того, чтобы получить результат. Рассмотрим несколько вариантов. Быстрые мышечные волокна и медленная нервная система. Сильные, но медленные спортсмены легко набирают мышечные объемы и сил, но имеют проблемы с жировыми отложениями. К сожалению, от природы не быстрые. Им нужно приложить все свои усилия для того, чтобы увеличить скорость нарастания сигнала с помощью плеометрических и других взрывных упражнений. Быстрые мышечные волокна и быстрая нервная система. Одаренные атлеты, которые легко переносят любые типы нагрузок и легко прогрессируют во всех направлениях. Именно эти атлеты будоражат наши умы, взлетая в очередной раз в сумасшедшем прыжке над площадкой. Они прогрессируют от любой тренировки, но больше все-таки от силовой, потому что все плеометрические упражнения практически ничего нового им не дадут. Все, что нужно, у них уже есть от рождения. Медленные мышечные волокна и медленная нервная система.
Как ни странно, но слово «медленный», упоминающееся в начале, не помешает этим ребятам увеличить свой вертикальный прыжок. Благодаря хорошему обмену веществ они редко набирают жир и остаются подтянутыми. Они достаточно хорошо отзываются на все виды тренинга и имеют хорошие шансы на увеличение вертикального прыжка. Не делайте большого акцента именно на этих трех типах. Комбинаций гораздо больше, и скорее всего вы все равно будете каким-нибудь смешанным типом. Просто найдите свои сильные и слабые стороны, чтобы в дальнейшем это помогло вам правильно выбрать стратегию в своем будущем тренинге. Вся эта информация очень проста, но, как по мне, крайне необходима для успешного тренинга. В следующем видео мы разберем основные принципы тренировки прыжка. Разберем, из чего состоит сила, эффективность движения, скорость нарастания сигнала и так далее. Спасибо за просмотр, тренируйтесь и достигайте успеха.